Друзья, всем привет! Федерация сквоша в прямом эфире. Сегодня с вами примерно 1,5 часа будет Ирина Беляева, чемпионка России, многократная чемпионка России, тренер, игрок, красивая женщина, мать 3 детей. И великолепный, неугомонный вице-президент Федерации сквоша Москвы, основатель клуба «Москва», наш прекрасный Иван Бородин. Спасибо. Ну и для чего мы сегодня собрались? Сегодня 10 октября 2020 года. Год тяжелый, конечно, для многих, но тем не менее, даже в этот тяжелый год мы не забываем, что примерно всегда в конце первой декады октября, либо в начале второй декады октября празднуется Всемирный день сквоша. Всемирный день сквоша. Что же это такое, Ир? Расскажи, пожалуйста. Ваня, вот ты очень хорошо сказал, что очень сложный год, и многие не знают, но основанием для такого праздника тоже пошло от такого события, как террор 11 сентября в Америке, и в котором погиб известный такой легендарный сквошист, и его друзья, тоже легендарные игроки, это Джон Уайт, это Поль Прайс, Питер Маршалл, Алистер Уокер, они предложили ввести день сквоша, целью которой было и номинирование игры в олимпийские виды спорта. Первый день прошел в 2002 году, 11 января. Да. И вот с тех пор мы каждый год празднуем этот день. Да, ну и немножечко про то, что же такое сквош сейчас в мире. Много кто нас смотрит, только недавно погрузился в этот спорт. Надо сказать, что несмотря на то, что в России сквош только набирает популярность и примерно играет по разным оценкам от 15 до 20 тысяч человек, многие знают, что открываются новые клубы. В мире это очень популярная игра. Приблизительно в нее играют в 188 странах и, опять же, по разным оценкам от 15 до 20 миллионов человек. Многие уже узнали о том, что есть настоящая аккредитованная федерация сквоша России. Пока это такая волонтерская организация, в которой работают настоящие фанаты. Но, может быть, именно поэтому количество игроков увеличилось примерно в 3 раза за последние 3 года. И я очень рад, что в сегодняшнем телемосте «Сквош шагает по стране» его откроет Дмитрий Бронников, действующий президент Федерации сквоша России. Включаем Диму. Привет! Привет, Дима! Да, Вань, привет. Ира, привет. Привет. Спасибо большое. Поздравляю всех игроков, всех любителей, всех, кому интересна эта замечательная игра. Всемирный день сквоша. Сегодня, я думаю, в каждом клубе России и вообще всего мира проходят какие-то интересные события. И вот, насколько я понял, не знаю, Иван, могу я 2 слова сказать, или это интрига? Потому что сегодня... Говори, да. Да, сегодня, я так понял, вот у нас настолько интересный будет у вас этот эфир. Вот, и я его тоже с удовольствием сейчас буду смотреть, потому что, я так понял, участвовать будут тоже многие клубы России. Многие клубы подготовили какие-то интересные истории. Вот. Плюс будет очень много интересных видеосюжетов от наших международных друзей в том числе. Вот. Поэтому я еще раз поздравляю всех с этим суперским днем. Вот. Сегодня в Москве замечательная погода. Надеюсь, у всех такая же. Вот. Смотрим эфир, потом идем гулять на улицу и отмечать этот замечательный день. Спасибо. Спасибо, Дим, спасибо. Спасибо. Да, Дима приоткрыл немножечко, собственно говоря, концепцию нашего праздника. Действительно, сегодня мы посетим практически каждый клуб России, заглянем в самые отдаленные уголки и начнем мы с небольшого анонса. Ира, расскажи, пожалуйста, какое соревнование сейчас ждет нас в ноябре и где оно пройдет? Да, пройдет кубок, в котором примут участие большее количество игроков. Да, все готовятся к этому кубку, и, конечно же... Я немножко поставил Иру в тупик, бывает такое. Значит, кубок, что очень интересно, что долгие годы кубок страны, это было такое вторичное мероприятие, но благодаря усилиям наших друзей из Екатеринбурга
их настоящей уральской энергии. В этом году кубок соберет просто сумасшедший состав. Влад Титов, чемпион страны, Алексей Северинов, Константин Кострыкин, да много кто едет играть, Варя Есина, Катя Марусан. И вот сейчас на этой ноте мы отправляемся в Екатеринбург и смотрим, как же в Екатеринбурге отмечается Всемирный день сквоша. Всем привет, это Екатеринбург. Лиля, привет! Привет, Привет. Ань. Привет, Ирина. У нас сегодня проходит официальный турнир. Мы всегда по традиции уже 7-й год подряд открываем его клубным командным чемпионатом Свердловской области. 7 команд у нас в этом году борются за титул чемпиона, клуба чемпиона Свердловской области. Я, конечно же, болею за свой клуб, команду «Территория сквоша» во главе с президентом федерации Арсением Мусихиным. 2-й год подряд он делает ставку на наших юниоров. Это Алина Мусихина и Игорь Сипков играют в команде. Я надеюсь, что этот кубок, пока, по крайней мере... Ой, он прекрасен. Да, он уйдет и останется, вернее, в нашем клубе. У нас все медали вот такие от Министерства спорта Свердловской области, наши малахитовые. А кубок у вас переходящий? Кубок переходящий, да, вот он переходит. Вот, кстати, здесь вот наша доска почета. Да, вот с 2014 года идут все призеры. И надеемся, что в 2020 году, узнаем, по крайней мере, сегодня, чья табличка здесь будет. Супер. Лиль. Этот турнир самый... Подождите, я покажу сейчас Давай. сюрприз, который еще никто не видел из игроков. Давай. И немножко ребята, это самый эмоциональный турнир этого года. Да, Арсений у нас на корте готовится. Это полуфиналы? Полуфиналы у нас начались. Короткий вопрос. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, когда все узнают про ваш командный турнир, все говорят: было бы здорово приехать командой и сыграть в Екатеринбург. Может быть, мы сделаем в следующем году открытым кубок и пригласим по одной команде из регионов России, из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда. Мне кажется, было бы очень интересно сделать такой формат. И я думаю, много кто захотел бы приехать. Что думаешь? Да, Арсений одобряет. Я буду разговаривать. Но сейчас же у нас как раз... Да, конечно, надо просто встать в ЕКП, этим вопросом уже занимаемся. Сейчас как раз заявки идут. Если мы встанем во всероссийский турнир, то это будет здорово. Спасибо большое Екатеринбургу. Ну а мы возвращаемся в нашу импровизированную виртуальную студию. Пока. Пока-пока. И помимо того, что мы сегодня будем посещать клубы страны, очень много людей, которые были в свое время в России, спортсменов первой величины, узнав, что мы празднуем сегодня день, записали короткое видео, и мы с Ириной думали, куда из них отправить. И мы решили, что одного из самых титулованных игроков мы как раз отправим в Екатеринбург. И это будет, сейчас его представит Ирина Беляева. Это же, конечно, General Григорий Готье, который не раз был в России. Первые свои уроки, открытый мастер-класс провел в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Северинова. Позже проводил мастер-класс и в фабрике сквоша в Москве. Гениальный игрок, прекрасный человек, очень легкий, очень открытый, добрый, любящий свое дело. И действительно он проводил и проводит до сих пор много мастер-классов по всему миру, чему дает огромную популяризацию сквошу. Hi everyone in Russia, this is Greg Gauthier, greetings from Prague, Czech Republic. Wanted to wish you guys happy World Squash Day. Have fun and enjoy your day. Да, в отличной форме Грег. Мне кажется, что если он проводил мастер-классы
в Москве, то вполне мог бы и приехать в какой-нибудь небольшой городок в России, например, в очень уютный клуб, который называется «Сквош Парк», и это город Пермь. Ира, скажи честно, вот что тебе приходит в голову, когда ты слышишь словосочетание «сквош» и «Пермь»? У меня сейчас пришло на ум сквош, Пермь и Готье. Все, это неразделимые какие-то понятия. Все, так что все, Готье нужно срочно привезти в Пермь. Железный человек. Пермяки у меня тоже ассоциируются с какими-то очень сильными, крепкими людьми, духом и телом. Поэтому сквош абсолютно это их спорт. Так, и сейчас мы увидим в прямом эфире, что же творится в этот день в Перми, в сквош-парке. Очень уютный клуб, я был там лично, был потрясающий турнир в категории «Б». Привет, Россия! С вами Привет, Западный привет. Урал. Продолжаем путешествие по Уральским горам. Ведем трансляцию из спортивного клуба «Сквош Парк», где сегодня мы вместе с вами празднуем Всемирный день сквоша. У нас сегодня несколько приятных событий запланировано. В первую очередь мы тут планируем наградить наших победителей и участников лиги, которые в течение года и в течение 3 этапов у нас участвовали в нашем большом самом соревновании. Также мы сегодня вручаем долгожданные награды, это разряды для наших юниоров, 2 долгожданные, потому что долго мы их не могли получить из Министерства спорта последние. Ну и мы проводим сегодня вот такой вот турнир Блиц, экспресс-турнир, который посвящен как раз Всемирному дню сквоша. Приветствуем всех участников, ребят! Привет, Пермь! Привет! Они вас не слышат, поэтому потом услышат вас позже. Так, ну что хочется сказать. В Перми пермскому сквошу в сентябре исполнилось 5 лет. Мы тоже организовывали турнир категории «Б». Приезжали ребята из Москвы, Екатеринбурга, и мы очень круто поиграли. За эти 5 лет мы научили тысячи пермяков играть в сквош. И мы гордимся тем, что гости, которые к нам приходят, они не просто приходят играть, они приходят здесь для атмосферы, для того, чтобы остаться здесь надолго и попить чаю и приятного общения. Вот, хотел бы вас немножко познакомить с нашими игроками. Со мной рядом здесь сейчас Аня Анкудинова, один из наших сильнейших юниоров. Аня, ты давно занимаешься сквошем. Расскажи, пожалуйста, что в нем Аня такого немножечко, особенного? по-моему, стесняется. Очень особенный, потому что он не распространен у нас так сильно, и очень радует, что мы можем внести вклад хоть какой-то в него своими успехами. Вот. Аня, Понятно. а в какой спорт до этого занималась? Каким-то спортом? Каким ты спортом до этого занималась? Я занималась не спортом, это скорее были всего спортивные бальные танцы. Это в пару к Владу нужно, мне кажется, эта парочка. Хорошо. Отлично. Так, дальше, значит, еще у нас один человек. Это Лиза Кожевникова, тоже наш юниор, Привет, Привет, Лиза. которая Лизочка, на привет. последнем крупном турнире Всероссийской юниорской серии заняла 3-е место в категории до 19 лет. Лиза, ты впервые на таком крупном турнире заняла призовое место. Какие у тебя впечатления, как ты к этому отнеслась? На самом деле я очень рада, что я заняла 3-е место. Я никак не ожидала, что это будет так. Главное — это идти к своей цели и никогда не сдаваться. И, как сказать, характер должен быть спортивным и спокойно сдержанным. А какие цели у Лизочки? Подожди, Лиза, тебя спрашивают, какие у тебя цели? Какие у тебя цели? У меня на Самые самом деле смелые. была цель спокойной игры, чтобы я играла и при этом никогда не показывала свои эмоции. И просто, чтобы было все хорошо.
и просто так бы играла прекрасно. Вот. Наслаждаться игрой, Да. похоже, да? Ребят, Тань? от вас Да. невозможно, Это от здорово. вас невозможно Это уйти. здорово, да. Я это знаю лично, от вас невозможно уйти, но нам нужно двигаться дальше, потому что у нас по таймингу мы уже Хорошо. выбиваемся. Все, вам большой привет, Так, мы вас ну что, обнимаем, мы да. скоро приедем. Давайте, спасибо большое. Счастливо. Пока. Все, пока. Ну вот такая гостеприимная и самобытная Пермь. Друзья, все, кто участвует в национальном рейтинге, я рекомендую посмотреть расписание турниров в Перми и обязательно хотя бы раз съездите поиграть в Перми. Вот. Так, ну и дальше у нас следующий звездный гость, человек, которого многие любят за такую экспрессивную манеру игры. Ира про него сейчас расскажет чуть-чуть, потому что она знает лично Мигеля Родригеса. Расскажи нам что-нибудь, Ир. Мигель просто это человек, который, если смотреть его сторис в Инстаграм, это какие-то роскошные машины, его собачка, его прям плавный образ жизни. На каком-то из турнире я видела, что он сидел с Марадонной, Марадонна приезжал болеть за него. Видя одни из первых матчей Родригеса, я никогда бы не подумала, что он достигнет такого высокого уровня, потому что игра, хотя и была в профессиональной рейтинговой сетке, да, но это было похоже на бей-беги, он настолько много бегал, настолько догонял все мячи, слабо владел центром, но при этом своим стилем потихонечку все отточилось, и он вошел в топ, сначала там в топ-100, да, чего я даже вот не ожидала, и потом двигался дальше, и сейчас он в двадцатке. Прекрасный игрок со своей харизмой, энергетикой, и куда мы его отправим? Значит, мы посмотрим его, он нам тоже записал видео, да, и мы отправим его в нужное место. Давай подумаем. Hi everyone, how are you? This is Miguel Ángel Rodriguez. Greetings from Colombia. I'm here at the Squash Training Club and I wish you a happy, great squash day. Take care, bye. Да, вот такой вот яркий игрок и из жаркой страны, и, конечно же, ему прямая дорога на самые горячие корты в Ростовскую область, в столицу воинско-донского, город Новочеркасск. Вот, отлично. Что у вас происходит сегодня? Жень, расскажи, пожалуйста. Сегодня мы поздравляем вас с этим замечательным праздником, Мировым днем сквоша. Вот, в честь этого мероприятия мы устроили мероприятие, нацелено на популяризацию сквоша у нас в Новочеркасске, Ростовской области. У нас игроки со всех родов, у нас шикарный фуршет, напитки, масочный режим, конечно, само собой разумеется. Вот, да, что вообще хотелось бы рассказать, что сквош в Новочеркасске, то есть у нас собственник был какое-то время очень сильно влюблен в этот вид спорта, что он сказал, что любым методом он должен появиться у нас. И в итоге он появился пристроен к зданию на уровне 2-го этажа на огромных 4 железных сваях. То есть затраты, энергия, силы сюда были вложены просто невероятно. И я думаю, это выделяет нас на фоне всех других. И вот на сегодняшний день у нас уже собралась достаточно большая группа. Вот, и даже 2 человека едут на МСО отвоевывать призы. Отлично. Друзья, я могу еще сказать такую вещь, что сейчас многие открыли путешествия на машинах. И, друзья, сквашисты, все, кто едет на машине на юг, запланируйте денек, напишите Жене Салькинову и возьмите с собой ракетку, кроссовки. Я думаю, что вы кайфанете там, потому что по атмосфере, по отскоку и вообще по качеству именно корта это один из лучших кортов России. Я там был, могу сказать, это точно так. На Все, сваях, ну а мы двигаемся железных сваях. на железных вообще, сваях. Все, однажды- Жень, спасибо. Всем привет и всем Что большие быть не приветы. Двигаемся дальше. Да, всем привет! Вот. Все. Друзья, когда мы общались с Родригесом по поводу записи видео, ему настолько понравилась наша идея, что он попросил свою ученицу, которую сейчас представит Ирина Беляева, тоже нам записать небольшое видео. Ира, расскажи, пожалуйста.
Да, вот Каталина Пилаес, ученица Мигеля, я ее лично не знаю, но отслеживаю интересно ее Инстаграм, посмотрела ее биографию, да, но я скажу, что это прям патриот спорта. Она отмечает все спортивные праздники, популяризирует сквош от всей души, и для страны, где сквош все-таки слабо развит, у нее прекрасный результат. Ее лучший рейтинг был 59-й в мире, и она продолжает тренироваться. Вот, пожелаем ей тоже удачи в ее любимом деле. Посмотрим ее поздравления. Hello Russia, this is Catalina Pelaez. Greetings from Colombia. Happy World Squash Day. Да, приятная барышня, надо обязательно ее пригласить в Россию поиграть. Вот. Да. И вы знаете, вот сквош в России развивается разными абсолютно путями. И как раз вот Евгений Салькинов, которого мы видели на предыдущем видео, написал мне: слушай, Иван, меня тут позвали в Ставрополь, они построили корт. И мы едем туда с Виталием на мастер-класс. Я говорю: слушай, ну обязательно ребят погружай в тусовку, зови их играть турниры. И ребят не только уже, как сказать, подключаются, но и принимают участие в праздновании Дня сквоша. Давайте посмотрим, как же выглядит корт в городе Ставрополь и что там происходит. Да, добрый день. Наш сквош-корт открылся недавно, буквально вот как пару месяцев, 7 августа мы запустили этот проект в разработку в городе. Он является единственным и в крае, и в городе. И сегодня, в честь Дня сквоша во всем мире, мы решили начать запускать постепенно тренировки с детьми. И вот сегодня у нас весь день посвящен детям, и проходят индивидуальные занятия только с детьми. Прекрасно, Здорово. прекрасно, супер. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас людей примерно в Ставрополе играет в сквош? Ну, пока не сильно много, порядка 15-20 человек, вот, но мы постепенно собираем все больше и больше людей, мы пытаемся развиваться, мы пытаемся всячески рекламировать себя и проводить разные мастер-классы, поэтому все впереди. Друзья, я вам очень рекомендую, вот Олег Чернышов, кто ведет сегодня трансляцию, он же является членом турнирного комитета Федерации сквоша России. Напишите ему, пожалуйста, и организуйте первый турнир категории С. Это очень просто, вы можете это сделать собственными игроками, а мы удаленно вам поможем. И с удовольствием подсветим этот турнир в Инстаграме и на сайте Федерации сквоша России. Спасибо, что подключились. Двигаемся дальше. Да. И дальше у нас по карте абсолютно тоже такой колоритный не только клуб, но и очень колоритный человек, которого все знают. Это Тарас Грузин, который представит нам клуб Вологда сквош-клуб. Ура! Ир, скажи, пожалуйста, что ты знаешь про Вологду? Что ассоциируется с этим у тебя? Я, если честно, боюсь ошибиться, но с Вологдой у меня ассоциируется только первый сквош-корт, который был построен на территории автосалона. Да. Вот. Ну ладно, Да. хорошо. Давайте посмотрим, что у нас ребята подготовили из Вологды. Вологда, привет! Привет, привет, ребят. Сейчас у нас все подходят. У нас турнир Ой. сейчас идет. Куда смотри? Ой, привет! О, вот они, парни. Частично Москвы даже приехали. Не там, мы-то здесь. Перфильев, а что там? Не, Вологда это Слава? один из районов Москвы, Ну, получается. ничего себе. Не, Москва это один из районов. Это прекрасный сюрприз, да. Я чувствую, что Москва переехала в Вологду. И еще посмотрите. Ой, ой, Макс. Конкретные вологодские парни, конечно же, только так могли отметить день сквоша, пригласить к себе в гости. Давно пора, кстати, приехать. Нормальный-то сквош-клуб. Наверное, не видите никогда нормальный клуб. У нас и Питер присутствует. А кто Друзья, питерские? Покажи. Друзья, скажите, пожалуйста, коротко, что сегодня происходит у вас в клубе, кроме такого количества уважаемых людей в российском сквоше? Пьянка большая у нас. Мы приехали отмечать.
Ну все понятно. Тогда хорошего... Они еще успеют. Милан, турнир категории «Б». Тогда выезжаем. Там есть еще места? Скажи, пожалуйста. Да, 2 места есть еще. За столом. Все, давай. Мы с Ирой выезжаем сейчас. Все. Все, друзья, мы двигаемся дальше. Хорошего праздника вам. Пока-пока. Пока-пока. Ну вот, показывает, насколько многоликий сквош в России. Все клубы по-своему подошли к этому дню. Да, ребята зажгли. И вы знаете, вот что мне нравится в нашей самобытной тусовке, что она может быть абсолютно разная, но что в ней, такого действительно классного, что она привлекает абсолютно разных людей. И вот недавно в рамках турнира амбассадоров, который будет у нас проходить в рамках турнира Moscow Squash Open, куда мы пригласили людей из разных, так сказать, лидеров мнений из разных областей, то есть там будет Федор Овчинников с Додо Пиццы, там будет Владимир Волошин, все его знают по Iron Star'у. Также мы пригласили ведущую и инстаграм-блогера Валерию Дергилеву попробовать этот вид сквоша. Она настолько увлеклась, что теперь тренируется 2 раза в неделю. Когда узнала, что мы празднуем этот день, тоже записал небольшое видео. Я сказал, вот что ты чувствуешь после сквоша? Запиши, пожалуйста. И вот она коротко записала. Сейчас мы послушаем ее небольшой видео-привет. Благодаря какой-то неведомой силе я уже больше месяца играю в сквош, что мне не свойственно, так как мне очень быстро надоедает какого-либо рода физическая нагрузка, а здесь благодаря соревновательному духу как-то хитро и незаметно прокачивается 5-я точка, и происходит очень крутая кардионагрузка. Это 100% взаимная любовь. Спасибо сквошу за это. Да, Валерия, конечно, душка. Ир, куда бы нам ее отправить с тобой, а? Ой, я точно знаю, есть клуб под названием Squash on Fire, основателями которые являются наши друзья, да, Арсеньева и Сергей Надин. Прекрасный клуб находится в Америке, все-таки центр такой мировой. Я думаю, что каждый сквашист в мире знает этот клуб. Hello, this is Ronnie Vlasak at Squash on Fire in Washington, D.C. It's one of the most beautiful squash clubs in the whole world. I all want to wish you a fantastic World Squash Day. See you soon. Bye-bye. Да, и в этом клубе Squash on Fire в прошлом году прошел командный чемпионат мира среди мужчин. 8 кортов, на 8 кортах состоялся этот чемпионат. Отличный клуб, желаем им всех благ. Да, это вообще мечта проводить такие большие ивенты. Вот. Да. И я прошу Иру, потому что я не смогу так представить следующий клуб. Да, спокойно. здесь в отличие от Squash on Fire в этом клубе 9 кортов, и я думаю, что добавится еще, и я думаю, Вань, я вам желаю провести такого же формата турнир, потому что это действительно мечта, он очень впишется в вашем клубе. Спортивный клуб, сквош-клуб Москва. Да, Москва, давайте. Как вы там празднуете этот день? Расскажите, пожалуйста. Forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Знакомые все лица. Итак, друзья, скажите, пожалуйста, как вы отмечаете этот день? Чувствую, по вашим замученным лицам у вас тренировка, по-моему, сейчас идет. Да, всем привет. Приветствую вас, Москва. Только что там тренировка, прямое включение. Только что были на корте. У нас в Москва тренируется 10 чемпионка России Варвара есть. И двукратный чемпион России Влад Титов.
Сейчас здесь у нас проходит турнир для любителей, соответственно, и также мы тренируемся на сцене спорта. Да. Еще есть бар классный, кафешка, где можно отдохнуть и поработать. Ладно. Играют в сквош эти ребята гораздо лучше, чем говорят, что приятно. Вот. Итак, у нас был Влад Титов и Варя Есина, чемпионы нашей страны. Ребята, несмотря на то, что границы закрыты, активно готовятся к их открытию, тренируются. Вот. Спасибо вам за включение, но я бы хотел дальше... Ваня, успехов на самом деле. Как проходило развитие клуба, это было нечто. Да, ну мы очень стараемся, действительно, сквош игра энтузиастов, поэтому энтузиазм, он и двигает сквош. Да, все в руках людей, которые любят свое дело. Это я могу сказать о тебе. О тебе. Спасибо. И о Коле Денисове, сейчас покраснею. Да. Давайте уже все. Пойдем дальше. Так, ну и честно, вот я думал, кого бы я бы хотел пригласить к нам в клуб. Есть потрясающий человек на постсоветском пространстве, их двое. Это Константин Рыбальченко и Валерий Федорук. Вот. Я долго думал, кого бы из них хотел позвать к нам в клуб, и подумал, что это Валерий. Валерий меня вообще всегда, скажем так, вдохновляет. Я ставлю его в пример многим игрокам. Человек, который начинал, там, будучи пятым из 4 тех легендарных украинских спортсменов, а в итоге стал из них первым. Вот, и Валера тоже записал нам свое огненное видео. Недавно у нее завелся YouTube-канал, поэтому смотрим Валеру и подписываемся на его YouTube-канал. Там реально жара. Всем привет, ребята. Меня зовут Федорук Валерий, и я передаю большой привет из города Киева, из клуба «Пятый элемент». В этот Всемирный день сквоша я желаю всем вам качественных драйвов, атаковать только в ник и еще большее количество новых людей в нашу сквош-семью. Отдельный привет передаю всем игрокам из России. Ребята, большущий и огромный вам привет. Ир, теперь твоя очередь стесняться, потому что сейчас мы будем представлять твое детище. На самом деле фабрика сквоша, куда мы сейчас переместимся, это тот клуб, который для многих стал отправной точкой. Для кого-то он стал отправной точкой для игрока, для кого-то он стал отправной точкой как для людей, которые развивают сквош. Именно глядя на вас, ребята, и я лично, и ребята из других сквош-клубов наверняка вдохновлялись и думали, как бы им открыть что-то подобное. И ой, вот знаешь... сейчас мы идем... Да, расскажи, пожалуйста, может, какую-нибудь историю, скажи, связанную с открытием клуба. Да, давай. Я расскажу очень маленький момент. Я люблю всегда делать в жизни, как мне удобно. И мне так хотелось, поскольку я проводила много времени на корте, чтобы это было вот что-то типа моего дома. И вся концепция легла вот под комфорт, уют какой-то домашний. И нашло свое применение. Да, у вас же главный девиз клуба, который даже на стене у вас написан: «Чувствуй себя как дома». Да, да. Да, и мы идем в самый домашний клуб России, фабрику сквоша. Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money. Ray Scrum, wow, my will. Sent flowers, but you said you didn't receive. But you said you didn't need. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so gone, I'm not blinking. What in the world was I thinking? New day, new money to be made. Like clockwork, I blow it all. Then get some more. Get you somebody that can do both. Black Beatles got the bass belly rolling. She thinks she love me, I think she trolling. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull
watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee. Came in with two girls look like scribbles in they real clothes. A broke hoe can only point me to a rich hoe. A yellow bitch with green hair, a real weirdo. Кость, когда заканчивать? Так, уже закончили это упражнение на концентрацию. Поздравляем вас со Всемирным днем сквоша. Приходите к нам в клуб, у нас очень весело, и вы меня не видели. Да, наши друзья из фабрики сквоша просто продемонстрировали потрясающее чувство юмора. Честно говоря, вот пока вы смотрели ролик, я смотрел на наше изображение сыра, и мы улыбались весь этот ролик. Это действительно было смешно. Молодцы ребята. Вот. И очень приятно как раз после фабрики сквоша представить их хорошего друга Пашу Занозина. Многие его знают как комментатора Первого канала, человек с голосом которого ассоциируется российский футбол. Но вот Ира Беляева его знает как ученика в сквош. И расскажи, пожалуйста, Ира, как вообще такие люди попадают в сквош? Ну, все, как обычно, дело высших сил. Нас с Сергеем пригласили прокомментировать впервые сквош на Евроспорте. И не помню точно хронологии, но мы познакомились со спортивными комментаторами, с телеведущими. И вот одним из них был Павел Занозин. Человек энергичный, любящий познавать, узнавать все новое. И ему, конечно же, пришелся по душе этот спорт. Супер. Ну и мы смотрим на Пашу Занозина. Привет, друзья! Меня зовут Павел Занозин, я комментатор и ведущий Первого канала, а еще я большой фанат сквоша. И сегодня я хочу поздравить всех с Международным днем этой прекрасной игры. Помните, что сквош — это не только ЗОЖ, но еще и СОЖ, то есть счастливый образ жизни. И мне, как гедонисту, это очень близко. Играйте в сквош так, как делаю это я. До встречи на турнирах. Да, от себя могу сказать, что Паш настоящий амбассадор, он тоже будет принимать участие в турнире амбассадоров. Ну, как сказать, нелегкая судьба амбассадоров в том, чтобы развивать новые территории. Ир, куда мы его отправим? Ну, поскольку Паша – это человек, который освещает спорт, освещает новые места, мы отправим его в новый клуб «Этюд». Да, новый клуб «Этюд». Посмотрим. Открылся в Московской области уютный клуб, сам играл там. Очень приятное место, поэтому всем, кому близко Пятницкое шоссе, гуглите спортивный клуб «Этюд» и записывайтесь туда, там действительно хорошо. Давайте посмотрим. Занозину понравится. Так, ну, видя такое количество симпатичных девушек в одном сквош-клубе, я думаю, все сквошисты России сейчас берут билеты и выдвигаются в вашу сторону. Девчонки, как вы там отмечаете Всемирный день сквоша? У нас проходят тренировки, детские тренировки, мы можем показать. Секунду. Отлично. Смотрите, у нас 2 новых сквош-корта, очень яркие, цветные. Да, необычная цветовая гамма для корта. Но, кстати, абсолютно не мешает игре, могу сказать. Даже наоборот, так заходишь и чувствуешь себя, так сказать, немножко окрыленным. Также у нас есть фитнес-зона, где спокойно можно размяться перед тренировками. Все очень удобно. Супер. Отлично. Нам всего 2 месяца, но у нас уже достаточно детей. Сколько детей у вас занимается, девчонки? Скажите, сколько у вас детей занимается? Детей всего в разных группах около 30. О, 30 как детей вы занимается. это сделали? Отлично.
Как получилось, сами в шоке. Мы очень гостеприимный спортивный клуб. Ну все, я думаю, что теперь едут не только за общением, но и за мастер-классом по привлечению детей. Вот. Ну а мы двигаемся дальше. Спасибо вам, девчонки. Спасибо, пока-пока. Мы двигаемся дальше. И из такого небольшого камерного клуба в Подмосковье мы сейчас переместимся в европейский клуб. Я хочу сказать спасибо большое Антону Одинцову, который организовал это видео. По мне, это лучшее видео этого эфира, поэтому просто смотрим без комментариев. И обязательно включаем звук. Да. Здравствуйте! This is Teresa Krasnik from UFC 2000 in Graz, Austria. I'm here in the squash dome. As you can see, all the courts are full. We have fun playing squash. And we all wish you a great World Squash Day. Go Russia, keep on squashing, keep going. Wonderful that you're having the squash day, and come to Graz, visit us in our great squash dome. Bye! Да, вот такое огненное видео мы сейчас посмотрели в Австрии. Знаете, я давно спрашиваю Антона, который имеет отношение к этому клубу, Антон Одинцов, который в свое время построил вместе с партнерами клуб ПРО. Антон, когда мы сделаем кэмп в Австрии? Он говорит, как только, так сразу. Поэтому, друзья, может быть, это повод, наконец, организовать и сделать туда поездку. Вот. Ну, а мы возвращаемся в Москву. Еще в один очень уютный камерный клуб. Ира его представит. Да, как и Антон Одинцов, да, здесь Антон Егоров. Также из огромной любви к сквошу сделал такой же домашний клуб на Бережковской набережной. И, ну, сейчас клуб перешел в управление к двум братьям. Двух братьев легендарных, Димы и Сергея Белобородовых. Они этот клуб, я так понимаю, выкупили, сделали там отличный ремонт, и на карте Москвы появился самобытный клуб. И надо отметить, что уделяет много внимания детям также, и сын Сергея Белобородова сейчас один из самых многообещающих юниоров России. Смотрим очень атмосферное видео с клуба «Бережковский». Saturday night in the summer, sundown and they all come out. Lamborghinis and they rented Hummers. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love it. We're just trying to figure everything out. Ну, вот такой вот атмосферный клуб. Ир, что приходит в голову, когда видишь клуб такой небольшой и семейный? Ты знаешь, у Белобородовых играют, ну, мне кажется, 5 человек точно в семье играет в сквош. И я думаю, что если 3 человека в семье играют в сквош, то, значит, нужно иметь свой сквош-клуб. Понятно, но если 5, то тем более. Вот знаете, что я подумал? Есть очень яркая тоже личность на постсоветском пространстве, и вот сейчас мы посмотрим вот это видео, и я подумал, что именно туда, в это место нужно будет отправить на следующий мастер-класс тоже нашего большого друга Дэниела Полищука. Ира про него расскажет сейчас, потому что я не знаком лично с Дэниелом. Да, расскажи, пожалуйста, почему все девушки так загадочно улыбаются, когда заходит речь о Дэниеле? Ты знаешь, Дэниел, он Дон Жуан просто, и мне кажется, что он об этом не знает. Потому что в любом клубе, да, в любом клубе, где он появляется, эхом идет фраза: «О, боже, какие глаза, как он на меня посмотрел! Кто это? Это же вот Даниэль, вот, кто такой Даниэль? Да. О ком вы говорите?» И такое вот послевкусие присутствия Даниэля в любом клубе. Даниэль, приезжай в Москву, видишь, даже Ирина как бы вспоминает тебе таким образом. Давайте посмотрим Дэниела. Привет, Россия, это Даниэль Полищук. Приветствую вас из Польши, с клуба Enjoy Squash. Поздравляю вас с праздником Всемирный день сквоша.
Keep in touch, see you soon and stay squash. Да, вот такой вот Дэниел. Мы всячески зазываем его обратно в Москву, но, правда, не из-за глаз, а из-за того, что Дэниел действительно очень крутой игрок, играет на хорошем уровне. Сейчас он тренирует, насколько я знаю, в Польше. Вот. Но надеемся, что рано или поздно до Москвы он все-таки доедет. И раз уж мы возвращаемся снова в Москву, то сейчас облик московского сквоша уже невозможно себе представить без клуба City Squash. Ир, расскажи, пожалуйста, про ребят из City Squash, представь их, как ты первый раз с ними познакомилась? Я с ними познакомилась на турнире. Это ребята, которые занимались сквошем для себя абсолютно, параллельно занимались там маркетингом, развитием, как их основная деятельность. Но, опять же, они настолько полюбили спорт, что решили попробовать как бизнес, попробовать его на площадке, где присутствуют и другие виды спорта, да, то есть как компонент их некой игровой площадки, что получило успех. И после этого они построили уже отдельный клуб с большим количеством кортов. Да, ребята большие молодцы, записали, к сожалению, не смогли присоединиться к нам онлайн, но записали большое видео. Записали длинное видео, да. Да, поэтому мы не стали его резать. Надеюсь, что за это они будут нам благодарны. Вы просили всех уложиться в 2 минуты, поэтому 3 минуты смотрим и наслаждаемся видео клуба City Squash. Всем привет из Москвы, из клуба City Squash на Ленинском. Мы поздравляем всех профессиональных игроков и любителей со Всемирным днем сквоша. Коротко расскажу про наш клуб. Это наш первый клуб, он был открыт в 2017 году и в довольно скором времени стал одним из самых густонаселенных сквошистами клубов Москвы. И уже давно нам не хватает 3 кортов, которые здесь есть. И я хочу вас познакомить с некоторыми из наших тренеров. Это Иван Сырцев. Иван, привет. Привет, привет всем. Поздравляю с праздником. С Днем сквоша, всех спортсменов и любителей, всех тренеров и всех причастных к сквошу. Давай, спасибо. Так, и Дмитрий Бажура, как раз он здесь. Передадим ему слово поздравления. Дим, День сквоша. Всем привет, друзья, с праздником. Счастья, гармонии, удачи. Приходите играть. Да, сегодня как раз у нас в клубе будет формат свободных игр. Приходите, играйте, заряжайте позитивной энергией. Всем до встречи. И также всем привет и поздравления из клуба City Squash на Соколе. Уже через 2 года после открытия первого клуба мы открыли следующий, на этот раз с 6 кортами. И уже сегодня этот клуб не менее популярен, чем первый. Давайте покажу вам, собственно, его и передам слово нашим тренерам. И это Ольга Татинайте, которая поздравит. Да-да. Праздник на душе, да. Отлично, спасибо, Оль. Так, следующий тренер — это Богдан Хлестунов. Богдан, прямо на секунду поздравь сквошистов с праздником. Поздравляем всех сквошистов с Международным днем сквоша. Всем сквош. Спасибо. Так, Александр Андреев, один из опытнейших тренеров. Да, поздравь с днем. День сквоша. У всех праздничное настроение сегодня. Оля чуть с Новым годом всех не поздравила. Да, с Новым годом. Спасибо. Тут, к сожалению, не все тренеры, потому что на всех кортов не хватает. Это Владимир Василенко. Вов, праздник. Всех поздравляем с праздником. Передавай привет сквошистам. Да, ребят, всем здоровья, много физических сил для того, чтобы этот день провести на корте. Успехов вам! Спасибо. И сегодня у нас тоже планируется движуха. Будет 2 часа свободных игр, после чего мы все вместе будем смотреть матчи PSA с Александром Пекло. Он их будет комментировать. Это происходит отлично и весело. Всем привет, с наступающим праздником всех любителей сквоша. Еще с Новым годом. Ну, с Новым годом потом. Приходите. Друзья, всех с праздником. Сквош пережил пандемию и пережил ее, пожалуй, лучше, чем любой другой спорт. Что еще раз говорит нам о том, что журнал Forbes был прав.
Всех с праздником. Всем сквош. Да, вот такой вот самобытный клуб. Очень много почитателей этого клуба. Ребята многое делают для развития сквоша, проводят турниры, и детские группы тоже существуют у них. Вот, но мы двигаемся в Мекку московского сквоша, двигаемся в национальный сквош-центр, и Александр Садчиков у нас в прямом эфире расскажет, что же сейчас происходит в национальном сквош-центре. Коллеги, добрый день, всех поздравляю с праздником. У нас сегодня проходят с самого утра мастер-классы. У нас сегодня идет турнир категории «Б». Вот сейчас как раз идет очень крутой матч, играет Барышев-Жуков. Там какой-то нереальный счет в каждом гейме. Балансы, в общем, там куча криков и всего прочего. Огонь, в общем, там, да, Да, Саша? примечателен наш клуб сегодня, что мы всем участникам выдаем такие футболки, мы подготовились. Очень круто. Вот, Squash Day. У нас есть еще одна футболка для того, кто первый прибежит в клуб. Вот после этого эфира, если кто-то прибежит, осталась последняя футболка, ее можно забрать. Ой, я далеко. Можно Олегу ее как... Олегу у нас отложено. А победителю сегодня будет вот такой потрясающий кубок, видите, сделанный со сквош-мячом. Вот, Ой, пожалуйста, супер, победитель. Да, Супер. в общем, все огонь. Да, народу много. Мне кажется, что все очень довольны. Плюс на мастер-классе сегодня с утра уже было более 20 человек. И, в принципе, все класс. Молодцы, ребята, молодцы. Спасибо, Саш. Ну, вам хорошего окончания эфира. Всем ребятам большой привет. Вот, но мы переходим к тому сюрпризу, который подготовили ребята. Да, мы подготовили для вас сюрприз. Да, когда мы обсуждали, собственно говоря, с каким человеком может ассоциироваться иностранным национальный сквош-центр, это, конечно же, основатель элит сквош Эдриан Стив. И вот сейчас мы посмотрим видео от Эдриана. Смотрите обязательно внимательно. Там небольшая пасхалочка. Hi guys, just want to say happy World Squash Day here in Bristol. We have our courts, our gallery, and we have a... Hey guys, happy World Squash Days, and I hope everyone is doing well and see you guys soon. I just had a session with this guy who absolutely killed me, so that's what I'm doing in World Squash Day. Okay, hope you have a good one everyone. Signing out from Bristol. Итак, друзья, ну вот такой сюрприз подготовил для всех любителей сквоша. Кто хорошо знает в лицо сквош-звезд, сразу же узнал одного из братьев Шарбаги. А кто не узнал, Ир, скажи, пожалуйста, кто вот этот вот человек, который там выпрыгнул внезапно? Что это за... Это легендарный игрок, конечно, Шарбаги, один из братьев египтян, которые... играют настолько красивый сквош, настолько проявляются сами в своих ударах. Такое ощущение, что эти люди никогда даже не думали о технике, а просто порхают на корте, бьют куда надо. Бить, да, и куда бьют куда надо просто, и все. Да, простые правильные удары. Класс. Из одного большого клуба московского. Москве в этом плане очень сильно повезло. У нее несколько крупных клубов. Мы переходим в очень такой камерный, домашний, уютный и гостеприимный клуб «Жемчужина». Записали для нас небольшое праздничное видео. С Международным днем сквоша! Будь Веселым! здоровым, бодрым, спортивным, Модным! энергичным. Активным! Играй в сквош «Жемчужина». Здесь профессиональные тренеры. Доброжелательная обстановка. Отличные корты. Крутые мероприятия. С праздником! Всех «Жемчужину». Спасибо ребятам за лаконичное видео. Вот, очень такое огненное. А Ира сейчас представит следующих наших гостей, которые тоже будут офлайн. Да, это группа «Белка», это компания, которая накопила опыт сквоша и готова им делиться со всеми. Посмотрим видео.
Да, Данил. Здравствуйте, меня зовут Сергей Рейнхард, я являюсь исполнительным директором компании «Белка Сквош Групп». От лица нашей компании хотел бы поздравить всех с Всемирным днем сквоша. Нам очень приятно быть частью большой команды, которая развивает сквош-индустрию по всей России. Каждый год открываются клубы, появляются новые профессиональные игроки и поклонники игры в сквош. Я уверен, что впереди еще очень много работы, но объединив наши силы, мы сможем поднять сквош в нашей стране на новый уровень. С праздником! Да, мы вернулись в нашу виртуальную студию. Да, кстати, тоже вот чему научил нас карантин, это быть максимально гибкими. Когда я Ире сказал: Ир, давай проведем прямой эфир, нужна красивая девушка, которая разбирается в сквоше. Ну, слушай, я не смогу, я буду в Сочи. Я говорю, так, чему нас научил карантин? Это иметь возможность подключиться из любой точки, где есть интернет. Поэтому, если... Не-не-не, я не так сказал, что я смогу, но я буду в Сочи. Да. Ира находится в Сочи, я нахожусь в Москве, и все вместе мы в виртуальной студии Федерации сквоша России. Очень интересный проект сделали ребята из другого отличного ракеточного вида спорта, из бадминтона. То есть первоначально задумывался как бадминтонный центр, но потом ребята сделали 3 корта в своем проекте, пригласили туда амбициозную команду из Нижнего Новгорода, собрали сильных юниоров. И кто же это? Это подмосковный клуб Space, который находится в Химках, и мы сейчас отправляемся к ним. Да, прекрасный клуб. Всем привет! Привет! Space. У нас здесь был сегодня праздничный турнир, в котором приняли участие 12 человек. Сейчас у нас проходит тренировка сборной клуба под руководством Михаила Сулимы. Вот. Что еще? Всех поздравляем всех любителей сквоша сегодняшним праздником. Приглашаем в наш клуб. Спасибо. Также у нас есть, вот вы увидите наш большой клуб. Да. Боже мой, вот он, Space. Да, мы на 2-м этаже находимся. Кто хочет играть в сквош на высоте, приходите в наш клуб. Маш, спасибо большое. Спасибо большое. Молодцы, что присоединились и сделали такой классный праздник в этот день. Спасибо. Спасибо. С праздником. Пока. С праздником. Пока. Ну и, наконец, это Москва, которая уже всем набила оскомину. Вот, мы и Московская область, мы ее покидаем, мы передвигаемся в очень интересное место. Мы передвигаемся в Белгород, где Федерация Белгородской области, именно так, подготовила для нас свой видеопривет. Смотрим и покупаем билеты до Белгорода.
Поздравляю с Международным днем сквоша от Федерации Белгородской области. Приезжайте к нам, ура! Вот такие открытые, дружелюбные игроки в Белгороде. Могу сказать, что ребята, несмотря на то, что у них клуб небольшой и комьюнити тоже, соответственно, небольшое, активно ездят по выездным турнирам. Как раз с ними общались на недавно прошедшем турнире, который проходил в RC-клабе, Dark Knights Open. И там команда Белгорода была представлена, по-моему, 2 игроками, а то и 3. Так что не в размере, как говорится, сила. Вот. И следующего участника нашего телемоста представит Ира. Ира, ну вот ты меня удивила, честно говоря, вот этим видео. Давай расскажи, пожалуйста. Ну да, мне хотелось взять какого-то яркого все-таки мирового, да, функционера. Человека в развитии, да, сквоша. Это SEO мировой федерации сквоша, который сразу же согласился снять видео, который настолько рад, что сквош в России развивается, так как его основная деятельность вообще в жизни — это развитие сквоша в мире. Да, очень простой человек. Это человек, который, на мой взгляд, всем показывает, что шаг за шагом мы всегда можем получать, добиваться успеха в спокойствии, реализовывать свои амбиции, да, и, ну, на мой взгляд, такие люди, они просто какие-то глобальные, масштабные и очень простые. Вот, посмотрите, мне очень приятно было, на самом деле, очень демократичный молодой человек. Да. Так, William Louis Marie, да. Hi, my name is William. I'm the CEO of the World Squash Federation. I just want to wish to my Russian friends a great World Squash Day. Squash is a fantastic sport. I'm in Egypt right now, the leading country in the world. And we know we have many countries, including Russia, who are ready to host a wonderful event for the World Squash Day. So all my best support, my best wishes to my Russian friends, the squash community in Russia, and wish you a great World Squash Day. Да, вот так вот наставления получены SEO или президент, я не знаю, как правильно называется должность, но если мы говорим президент, мы подразумеваем Питер, если мы говорим Питер, подразумеваем президент, и мы двигаемся в северную столицу, в очень гостеприимный Санкт-Петербург, и открывает его новый клуб, который открылся в прошлом году, клуб «Высота». Подготовили для нас видео. Я там не был, но обязательно заеду. Всем привет! Меня зовут Александр Шилов. И мы находимся сейчас в Пулковском спортивном кластере «Высота». Хочу поздравить всех с Международным днем сквоша, который проходит 10 октября во всех клубах. Как видите, у нас 2 корта, они заполнены сейчас, все играют в сквош. Все любят эту игру и все передают огромный привет сквош-сообществу Санкт-Петербурга и России. Поэтому хочу сказать, играйте в сквош и увидимся все на корте. Пока! Да, ну и, конечно же, главный шоумен российского сквоша Александр Шилов не мог записать простое видео, мы же это понимаем с тобой. Ир, скажи, пожалуйста, когда мы говорим про Шилова, правда же все всегда улыбаются и вспоминают его, его падение, вот этот это эпатаж, человек-шоумен, однозначно, да. Да, вот это его видео знаменитое. Да. Когда, по-моему, даже на PSA турнире каком-то сказали, что это Шилов стайл. Это же правда, да? Было такое в комментариях? Да, даже его видео с дайвингом за мячом, по-моему, было самым популярным видео. Да. Вот такие люди есть в российском сквоше. Ну, а мы перемещаемся в крупнейший клуб страны, клуб, который принимает в последнее время знаковые мероприятия в российском сквоше. Это и первенство, и закончившийся на прошлой неделе Dark Knights Open, турнир, который собрал 200 участников со всей страны. Ребята в следующем году примут чемпионат России. Наконец-то чемпионат России вернется в Санкт-Петербург. Я думаю, что это будет новый рекорд по количеству участников. И вы уже, конечно же, догадались, что это, Ира... RC-клаб, конечно же, да.
Так, мы двигаемся Я в думала, Арсиклаб. кого мы туда отправим, но я знаю, кого мы туда отправим. Собрал сегодня 20 участников, и вот ожесточенные баталии идут. На заднем фоне играет Сенченков Алексей, один из, наверное, максимально фанатеющих от сквоша. Он принимает участие во всех движухах федерации, в организации турниров. И он играет против юниора, который сейчас выиграл турнир в категории мальчики до 13. У них 5-й гейм. Я хотел Алексея, конечно, привлечь к трансляции. Ну вот он таким образом у нас привлечен к трансляциям. И вот мы можем посмотреть, как сколько народу у нас в клубе, что ребята, помашите лапками. Что Саша... Вообще категория С, по-моему, самая жесткая категория из всех. Ну да, но у нас она условно С, но на самом деле собирает достаточно интересный состав, который может вполне и утереть нос и Б. И параллельно еще у нас в этот момент у нас еще идут впервые в Петербурге тренерские курсы Всемирной Федерации сквоша. У нас 15 участников на этом курсе. И вот мы сейчас пришли сюда, и студенты помашут нам лапками, поздравят всех со Всемирным днем сквоша. Курсы проводит Алексей Северинов. О, Алексей Северинов, наградный чемпион России. Давайте пару слов попросим его сказать. Леша, пару слов просит тебе сказать. Вот можешь говорить в микрофон. Леша, привет! Добрый день, всем привет. Так случилось, что Всемирный день сквоша я отмечаю в прекрасном клубе Арсиклаб в Санкт-Петербурге с отличной компанией тренеров. Всем желаю отличного дня, продолжения этого праздника и всем сквош. Вань, ты же знаешь, Спасибо, кого я хочу отправить в Арсиклаб? Может быть, Алексей Северинов расскажет про этого человека? Слушай, Алексей Северинов, там уже явно я на уже него ушел от наседают. Алексея Северинова, да. Очень На него наседает Да, там скажу 16 только- студентов. Хочу сказать такое, что действительно Ваня сказал, что у нас сейчас действительно самый большой клуб в России, это 10 кортов, но на сегодняшний день у нас 12 кортов, потому что желающих много, и мы даже детскую комнату и массажный кабинет тоже переделали под сквош-корты, так что у нас сегодня 12. Это нечестно, так нельзя. И телефонную будку тоже под сквош. А кому сейчас легко, да. Так что рады были бы всех видеть, с праздником всех, ребята. Вы большие молодцы. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Жень, рада видеть. Спасибо Арсиклабу. Вот так они по-серьезному отнеслись к международному дню сквоша, либо так просто совпало, не знаю. В любом случае, большие молодцы. Ну и если НСЦ напрямую ассоциируется, национальный сквош-центр ассоциируется с Эдрианом, то Арсиклаб ассоциируется прежде всего с кем, Ирина? Ну, с Брэдли, конечно. Но я хочу сказать, что завербовал этих двух людей один и тот же, наш Алексей Северинов. Я правда считаю, что он каким-то образом вербует топ-тренеров, игроков и личностей в мировом сквоше настолько, что они не только посещают город, клуб, нашу страну, но и остаются там на какое-то время. Таким образом, в Арсиклаб Брэдли провел ни много ни мало 2 года. И его все-таки смело можно причислить к Арсиклабу. Человек, который сделал в мировом сквоше, как и тренер, как и игрок, много и тренировочных программ ввел. И наших игроков подтянул. В общем, это, конечно, он поделился своим огромным опытом с нашими тренерами и игроками, за что ему огромное спасибо. Да, и надо еще отметить, что Брэдли сейчас вернулся в Австралию и выкупил там клуб, сделал там ремонт. И, честно говоря, мы даже планировали приехать к нему в гости до всей этой пандемии, которая началась в этом году, но этих планов не оставляем. И тем, кто захочет к нам присоединиться, сейчас могут посмотреть видеообращение Брэдли и, может быть, написать потом мне в личку, сказать: «Я с вами, парни». So, привет, all my friends in Russia. It's been a few years since I've been there. I miss you all very much. Want to wish you from the bottom of my heart
happy World Squash Day this Saturday. I wish you all prosperous squash and good health and everything goes with it. We're all locked down at the moment, as everyone knows, but as soon as the borders open up, we're going to wish you and invite you to come over here and play us and challenge us, and vice versa. We'll come over there and challenge you guys. Deal. Happy World Squash Day, guys. Да, вот так вот из Австралии Брэдли, как всегда, улыбчивый, как всегда, позитивный, гостеприимный. Поэтому, друзья, когда закончится вся эта вакханалия с закрытыми границами, собираемся. Нужно ехать обязательно, да. Нужно ехать. Вот, ну и, знаете, вот есть клуб, который можно записывать в любой учебник по эффективному управлению, раз, по гостеприимности, два, и по самому креативному директору 3. Я, конечно же, говорю о клубе «Лига» и команде под управлением самого классного Рудакова Дениса. Смотрим видео. Я вот думаю, что ребята, которые так немножечко потроллили всю общественность, сказав, что у них день сквоша каждый день, надеюсь, их девушки, прекрасные их половинки, теперь будут говорить, что им цветы нужны не только на 8 марта, но и каждый день. Вот, так что так. Вот, ну, это, конечно же, шутка. И вот то, как они подошли артистично, такую мы делаем плавную подводку к легендарной личности и к легендарному клубу, который, к сожалению, сейчас уже нету в Питере. Это клуб «Про», который во главе с Антоном Одинцовым долгое время олицетворял питерский сквош. Да, и огромный вклад в сквош внес. Да. И сейчас многие, наверное, знают, что 2 года в этом клубе работал тренером человек, который сейчас настоящая рэп-икона. Можно говорить, не знаю, рэп-икона, но тем не менее представляем Назар. Не знаю, но звучит красиво. Рэп-икона, Назар. Рэп-икона. Эй, привет всем, меня зовут Назар, и я люблю сквош. Хоть и сейчас я появляюсь на сквош-кортах не так часто, как это было раньше, но считаю сквош частью своей жизни, частью своего пути, и хочу поздравить всех любителей, всех профессионалов, всех новичков, всех тренеров и всех, кто продвигает этот вид спорта в России со Всемирным днем сквоша. Yes, sir. Да, рэп-икона. Я познакомилась с Назаром, когда он еще начинал свое творчество, и, конечно, прекрасно осознавать, когда ты видишь человека в начале своего творческого пути, и когда он просто уходит к звездам. Да, очень интересная личность. И на самом деле сквош вообще богат интересными людьми, которые играют в сквош. Наверное, потому что это игра действительно для умных людей, для людей активных, для людей креативных, ну и для трудяг. Потому что в сквоше невозможно без тренировочного процесса просто... Хотя нет, Ира же не тренировалась, просто выигрывала себя. Я просто давно тренировалась много больше. Я все времена натренировалась. Друзья, но мы потихонечку заканчиваем наше путешествие. Мы увидели столько разных клубов, разных людей. И очень приятно завершить его будет на новой точке на российской карте. Это город Калининград. Вообще, я расскажу историю, как вот у меня ассоциируется этот город. Я слышал, что есть один единственный корт. Потом, когда мы открывали спортклуб «Москва», приехали
два таких, знаете, вот деловых мужичка, как бы я их назвал, таких конкретных, приехали, поспрашивали, посмотрели там, пообсуждали друг с другом что-то. Я говорю, а что вы хотите? Говорит, да нет, ну мы через год откроем у себя клуб. Я думаю, ага, через год вы откроете клуб. Вот, ну и в итоге в этом году, пусть с задержкой на пандемии, но ребят не только открыли самый, ну, на мой взгляд, идеальный с точки зрения логистики клуб, внутренней логистики, но и собрали 88 участников. 22 октября этого года был этот турнир, и мы представляем клуб Кёнигс-Сити Калининград. Всем привет. Привет из самого западного региона нашей страны. Приветствую вас из Кёнигс-Сквоша. Вот. Ой, какой красивый логотип у вас. Да, спасибо, Иван, за подробный рассказ про нашу историю. И действительно, у нас в офисе появился первый корт. Вот, играл там генеральный директор Виталий Козлов. Вот. И со временем эта игра нас так захватила, что начали играть сотрудники, начали играть его знакомые, друзья. И постепенно, вот сейчас вырос уже до 4 кортов в отдельно стоящем здании. И вы там уже были, и я думаю, многие уже почувствовали, насколько это крутой клуб. Надеюсь, это самый современный, не побоюсь этого слова, клуб. Вот. Он самый молодой, нам всего полгода, но за это время мы успели уже сыграть несколько турниров. Вот у нас есть кубок гидрокомфорта. Ой, какая красота! Да, вы же Я обожаю оригинальные кубки. Вы же его еще разыгрывали, этот кубок, когда у вас был всего один корт. Скажите, сколько вот этих кубков у вас прошло? Смотрите, мы этот кубок сделали переходящим. Вот. И первым победителем его стал Иван Чунцов, наш чемпион. Вот. А потом был Кёнигс Сквош Open, где мы предоставили уже другие подарки, и вы их увезли с собой. Этой осенью, скорее всего, мы проведем кубок гидрокомфорта, и вы можете приехать и забрать этот кубок уже с гравировкой своего имени. Гидрокомфорта? Да, кубок гидрокомфорта. Смотрите, у нас есть чемпион наш, Иван Чунцов. Я думаю, он Ваня. тоже хочет вам Привет. Ваня, привет. Твой тезка. Калининград всех поздравляет! Всемирным днем сквоша! Всем побед, успехов, здоровья, сил. И увидимся в Москве. Я к вам лечу. Отлично, отлично. Ждем, Друзья, ждем спасибо вам за эту тусовку. Спасибо еще раз от лица всех. Было слышно что-то? Да, все было слышно. Друзья, хотел вам передать большое спасибо. Да, смотрите, все практически, кто побывал в вашем клубе, так они нас не слышат. Не, мы слышим. Прошу любить и жаловать. Я вас слышу. Это Ваница. Второе место. Друзья, Федерации. Вот и президент. Господи. Все наши здесь. Надо лететь туда. Юша. Всех поздравляем с праздником, желаем крепкого здоровья. Мы лучшие спортсмены, лучшего спорта в мире — это сквош. Остальные все пока сзади плетутся немножко. Но догоняют. Вот она. Поэтому без остановки идем дальше. Да. Ладно. Друзья, спасибо большое. Вот. Ну а мы завершаем наше путешествие потихонечку. Да, хочу сказать про Калининград, что моя ассоциация — это один из старичков сквоша, да, Дмитрий Семиколенов, который тренировал и проводил турнир, и вот внес тоже огромный вклад в развитие сквоша в Калининграде. Да, и детей привозил к нам на турниры на московские, российские. А вон уже там вовсю идут баталии. Узнаю Виталия Козлова. Да, то есть семейный подряд. Они играют. Виталий передает привет вам. А можно Виталия попросить, постучать ему в стекло и просить нам по человеку, который построил такой клуб? Давайте. Спорта прямо привет. Виталий. Скорее всего, Виталий занят, он построил и играет. О, Виталий, большой привет тебе. Вот этот человек, который построил клуб. Вы где, как? Все хорошо. Спасибо. Ну вот так и нужно проводить
Сколько нужно вклад проводить в день развитие сквоша? Да, так это, всех, вы чуть-чуть видишь, поздновато мы подключились, у нас такая тусовка дружная была. Уже кто-то покушал это, а мы тут доигрываем, как всегда. Ты же знаешь, мы любим до упора себя выжить вообще. Да. Все, мы бегаем, все, ребята, Все, с праздником. хорошего дня. Все, побед. Спасибо. Ну вот на такой позитивной ноте, спасибо Калининграду, на такой позитивной ноте мы заканчиваем наше путешествие. Спасибо всем, кто был с нами. Вот. Но последнего не могли мы оставить Калининград без звезды. Ира, расскажи, пожалуйста, я знаю, что это твоя креатура, ты этого человека пригласила к нам сегодня в трансляцию, пару слов по нему. Этот человек родился в Александрии, да, человек прибрежный такой. Да, там слышно, что-то было? У него русская жена, что и положила путь вот именно в сторону России. Мухаммад Эклей, тренер и профессиональный игрок в сквош. Hello Russia, this is Muhammad Ekley from Egypt. I wish all the Russian fans and players a happy World Squash Day. Stay safe and keep playing squash. Ciao. Да, друзья, но вот, к сожалению, мы не можем оказаться, как говорится, офлайн сразу везде, потому что везде очень уютно, очень дружелюбно. И, честно говоря, я даже не знаю, куда бы я хотел сейчас отправиться, в Вологду, в Екатеринбург, или побегать с Виталием Козловым в Калининграде, а может быть, не знаю, в Питере, в РСИ. Но у нас есть замечательная возможность, Ир. Да, у нас в году 336 дней, и мы можем каждый день быть в новом клубе, и вообще, я думаю, что нужно создать такую новую игру. Это название клубов, сквош-клубов, как игра в города. Но пока пусть все подготовятся, а мы потихонечку попробуем просто подключим всех вот сейчас всех онлайн. Да, в эфир. Попробуем. Итак, друзья, все клубы России, кто сегодня принимал участие в турнире, в нашем телемосте, подключаются для скриншота, который сделает Олег. Я хочу сразу сказать, пока мы все подключаемся, гигантское спасибо за подготовку не только всем клубам, но и двум людям. Это Олег Чернышов, кто был оператором сегодняшней трансляции, и Яна Артемова. Да, это просто какие-то мега-люди вообще. Ваня, а тебе огромное Олег, пусти спасибо нас за видео. идею. Олег, пусти на нас видео. Идея просто великолепная. Включите видео, но выключите им звук, пожалуйста. Так, Санкт-Петербург, Калининград, подключайтесь. Екатеринбург подключился Сергей Белобородов, отлично. Организатор отключил видео, и я не могу. А вот включил. Так, Новочеркасск, видео, пожалуйста. Этюд. Этюд, мы здесь. Пермь, все включите видео. Вот, Калининград, отлично. А звук-то отключаем? Звук отключаем? Звук отключаем, только видео оставьте, пожалуйста. Так, отлично, осталось только Пермь. Мы ждем Пермь и ждем Вологда. Мне кажется, ребята там уже отмечают, поэтому могли забыть судя по их настроению. Ладно, ждем Вологду ровно 10 секунд. И если нет, делаем селфи на... Так, не подключается, давайте. Так, говорится, 3, 2, 1. Всем пятюню. Друзья, спасибо вам большое. Гигантское спасибо, что на нашу идею откликнулись. Федерация сквоша России и дальше будет стараться сделать так, чтобы объединить наш сквош и сделать его более масштабным движением, чем сейчас. Ну и мы начинаем потихонечку прощаться. С вами была Ирина Беляева. Иван Вородин. А также режиссер трансляции Олег Чернышов и организатор этого всего действия Яна Артемова. Вот. Ну и напоследок, играйте в сквош, участвуйте в больших соревнованиях. Мы сейчас посмотрим видео с последнего, ну не с последнего, с чемпионата России 2020 года. И вспомним, как это было. Играйте в сквош, друзья.
Всем пока. Пока-пока. Спасибо.